США нанесли ответные удары по югу Ирана за выпущенные беспилотники по кораблям в Ормузском проливе. В Тегеране анонсируют новую атаку по американским силам. Израиль и Ливан под покровительством Марко Рубио подписали в Вашингтоне рамочное соглашение. Сторонники Хезболлы недовольны. В Бейруте начались массовые беспорядки. Количество жертв в Венесуэле уже около 1000. В реестре пропавших без вести числится 50 тысяч человек. В страну летят новые борты с помощью и спасательными командами из Турции, Великобритании и Бразилии. Бывший советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон признал свою вину. Вынесение приговора назначили на 28 ноября. А с Южной Кореей бывшая первая леди уже получила 7 лет лишения свободы за взяточничество. В грузинском парламенте спор между депутатами оппозиции и правящей партии дошел до драки. А теперь об этом подробно и по делу. Это один день. Подпишитесь, поставьте лайк этому видео и оставьте свой комментарий. Заранее спасибо и начинаем. Соединенные Штаты нанесли удары по объектам на юге Ирана в ответ на атаку иранского беспилотника на коммерческое судно в Ормузском проливе. Это первые американские удары после продления режима прекращения огня между Вашингтоном и Тегераном, достигнутого недели ранее. По данным Центрального командования США, целями стали склады ракет и беспилотников, а также прибрежные радиолокационные станции. В Центком заявили, что операция стала ответом на нападение на торговое судно и подчеркнули, что атака Ирана нарушила условия действующего перемирия. Американская авиация нанесла удары по местам хранения иранских ракет и беспилотников, а также по прибрежным радиолокационным станциям после того, как 25 июня Иран атаковал грузовое судно MV Ever Lovely дроном «Камикадзе». Судно под флагом Сингапура в момент атаки выходило из Ормузского пролива вдоль побережья Омана. Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов еще до объявления об ударах, отказался раскрывать детали возможной реакции Вашингтона, несколько раз повторив, что последствия для Ирана станут известны. Господин президент, по поводу Ирана, вы сказали, что Иран нарушил режим прекращения огня. Последуют ли какие-либо последствия? Узнаете. Вы считаете, что режим прекращения огня все еще действует? Мне не нравится, что они вчера атаковали судно. Вообще было 4 удара. 3 мы сбили. Это было не союзническое судно, а просто судно. Очень дорогое судно. Оно осталось на плаву, но получило повреждения. Им не следовало этого делать. Так что узнаете? Да, вы узнаете. Ответят ли Соединенные Штаты? Что вы хотите сказать Ирану? Скоро узнаете. Господин президент, как вы думаете, почему они это сделали? Вы неоднократно говорили, что переговоры проходят успешно. Что, по вашему мнению, стало мотивом атаки Ирана на судно? Они немного другие. Я так это воспринимаю. За 47 лет ни один президент не делал того, что делаем мы. А на ваш вопрос? Узнаете. В Тегеране подтвердили факт американской атаки. Корпус стражей Исламской революции заявил, что удар был нанесен по району Сирик на побережье Ормузского пролива. По утверждению КСИР, силы ПВО и ВМС Ирана смогли нейтрализовать атаку. Однако предупредили, что действия США не останутся без ответа. И пообещали нанести ответный удар в выбранное время и в выбранном месте. Тем временем представители иранского руководства обвинили Вашингтон в срыве переговорного процесса. Старший депутат парламента Ирана Ибрахим Азизи заявил, что США вновь атаковали страну во время переговоров и обвинил американскую сторону в нарушении режима прекращения огня. Соединенные Штаты вновь атаковали Иран в самый разгар переговоров. Потерпевший неудачу, президент США снова доказал, что не привержен принципам переговоров и соблюдения режима прекращения огня. Безусловно, это безрассудное нарушение перемирия со стороны США, как и прежде, приведет лишь к их отступлению и сожалениям. Глава Международной морской организации при ООН заявил, что усилия по эвакуации моряков из Ормузского пролива временно приостановлены, пока продолжаются переговоры о предоставлении гарантий безопасности. По словам генерального секретаря организации Арсенио Домингеса, решение о временной приостановке эвакуационного механизма было принято после дополнительных консультаций с рядом стран. Прежде всего, государствами региона. После дополнительных консультаций с рядом стран, особенно в регионе, я принял решение временно приостановить действие механизма эвакуации. Сейчас я активно веду переговоры с несколькими странами региона, государствами-членами организации, а также с Оманом, Соединенными Штатами и Ираном, чтобы получить гарантии, которые были даны в самом начале, что суда не станут объектами атак и что торговое судоходство продолжится, особенно для эвакуации моряков. Как только я получу дополнительное подтверждение этих гарантий, мы будем готовы возобновить процесс эвакуации. Что касается гарантий, то прежде всего речь идет о безопасности судов и моряков. О том, что не повторятся действия, подобные тем, что произошли вчера, когда возникла угроза судну, или возможность его атаки из-за использования того или иного морского коридора.
Именно такие гарантии я стремлюсь получить, чтобы можно было возобновить операции. Для меня главный посыл предельно ясен. Мы должны лучше защищать моряков. Судоходство не должно становиться заложником геополитических конфликтов, которые затрагивают невинных людей, как самих моряков, так и миллионы людей по всему миру, страдающих от конфликтов, к которым они не имеют никакого отношения. Израиль и Ливан в пятницу 26 июня подписали в Вашингтоне рамочное соглашение после нескольких дней переговоров, направленных на прекращение боевых действий между Израилем и поддерживаемой Ираном группировкой Хезболла. Подписи под документом поставили посол Ливана в США Нада Муавад, посол Израиля Ехиэль Лейтер и представители США в Государственном департаменте. На церемонии присутствовал и госсекретарь Марко Рубио. Спасибо. Сегодня хороший день, потому что мы рады объявить о рамочном соглашении между суверенным правительством Ливана и, разумеется, правительством Израиля, достигнутом при посредничестве и поддержке Соединенных Штатов Америки. Это соглашение закладывает основу для прочного мира и безопасности. Именно этого заслуживают обе страны. Народ Ливана десятилетиями страдал из-за внешнего вмешательства в дела своей страны, из-за попыток использовать ее территорию как плацдарм для атак. Это не то, чего хочет народ Ливана, и не то, чего он заслуживает. Люди заслуживают возвращения к тому, что у них уже было в недавней истории, к процветающей и мирной стране, где представители разных общин могли жить бок о бок. Во многом такой Ливан был примером для всего региона и мира. Чтобы вернуться к этому, потребуется много работы и времени. Но мы считаем, что сегодняшний день — это первый шаг на этом пути. А первый шаг зачастую самый трудный. И именно его мы сегодня делаем вместе. Сегодня, как я уже сказал всем присутствующим, это начало-начало. Впереди еще очень много работы. Мы ни в коем случае не недооцениваем сложность предстоящей задачи. Но мы понимаем ее важность и то, насколько она необходима. Для нас большая честь сыграть свою роль в том, чтобы это стало возможным. От имени президента Ауна и премьер-министра Салама мы хотели бы поблагодарить президента Трампа, государственного секретаря Рубио, советника Холлера, посла Иссу и всю команду правительства США за организацию и проведение этих исторических переговоров в Вашингтоне. Трехстороннее рамочное соглашение, которое мы сегодня подписали, это первый шаг на пути к восстановлению суверенитета и территориальной целостности Ливана, достижению постоянного и окончательного прекращения боевых действий, возвращению наших граждан в свои дома и обеспечению того, чтобы все ливанцы могли жить в мире, безопасности и благополучии. В рамках этого трехстороннего рамочного соглашения, основанного на выполнении конкретных обязательств, Иран остается за его пределами. Хезболла также остается вне процесса. А путь к миру между Израилем и Ливаном открывается. Это было бы невозможно без стойкости народа Израиля, особенно жителей Северной Галилеи, которые сохраняли мужество перед лицом террора со стороны Хезболлы. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что израильские войска останутся на юге Ливана. Однако часть занятых территорий будет передана под контроль ливанской армии в рамках нового рамочного соглашения. Я хочу объявить о большом достижении для государства Израиль. Вы знаете, что в Вашингтоне проходили переговоры между представителями Израиля, Ливана и Соединенных Штатов. Это были долгие переговоры, и сегодня они принесли результат. Самое главное, Израиль сохраняет свое присутствие в зоне безопасности на юге Ливана. Это большое достижение, и мы будем оставаться там до тех пор, пока Хезболла не будет разоружена и пока существует угроза государству Израиль. Это также серьезный удар по Ирану. Иран пытался заставить нас силой уйти с юга Ливана. По сути, Израиль, Ливан и Соединенные Штаты говорят ему: это не ваше дело, у вас нет никакой роли в Ливане. Ни у вас, ни у Хезболлы, ни у какой-либо другой террористической организации. Кроме того, мы позволяем ливанской армии начать развертывание и взять под контроль часть территории. Мы создаем 2 пилотные зоны. Обе определены по рекомендации армии обороны Израиля. Одна находится полностью за пределами зоны безопасности, южнее реки Литани. Другая — севернее Литани. Небольшая ее часть входит в расширенную зону безопасности, которую мы создали за последние 2 недели. И по оценке израильской армии, в дальнейшем она ей не потребуется. Мы неизменно сохраняем первоначальную зону безопасности за пределами досягаемости противотанковых ракет. Мы не допускаем туда ни боевиков Хезболлы, ни гражданское население. Это сохраняется. И самое главное, Израиль говорит: наша безопасность превыше всего. Тем временем в Бейруте начались массовые протесты против рамочного соглашения между Ливаном и Израилем, заключенного при посредничестве США. Сторонники Хезболлы вышли на улицы, перекрыли несколько ключевых магистралей, ведущих в том числе к аэропорту столицы.
А в отдельных районах для разгона демонстрантов силы безопасности применили слезоточивый газ. Позже в сети появились кадры, на которых протестующие собрались у правительственного комплекса «Большой Сираль». По сообщениям местных СМИ и очевидцев, акции вспыхнули после объявления о подписании соглашения. Документ предусматривает, что Ливан должен разоружить Хезболлу и другие негосударственные вооруженные формирования. В обмен Израиль обязуется поэтапно вывести свои войска с юга Ливана. Контроль за реализацией соглашения, как ожидается, будут осуществлять Соединенные Штаты. В самой Хезболле соглашение резко раскритиковали и заявляют, что организация не позволит реализовать договоренности, назвав их попыткой навязать стране капитуляцию. Движение намерено сохранить свое вооружение и будет препятствовать любым шагам правительства, направленным на выполнение условий соглашения. Число жертв разрушительных землетрясений в Венесуэле продолжает расти. По последним официальным данным погибли 920 человек, более 3000 получили ранения. Повреждены сотни зданий, а тысячи жителей остались без крова. По состоянию на сегодняшний день мы с глубокой скорбью вынуждены сообщить, что в результате чрезвычайно мощных землетрясений, произошедших 24 июня, погибли 920 человек. За медицинской помощью обратились 3360 пострадавших и людей, затронутых последствиями землетрясений. Таким образом, число пострадавших превысило 4000 человек. Повреждены 383 здания, включая как частные жилые дома, так и многоквартирные здания. Спасательная операция продолжается уже третьи сутки. В наиболее пострадавших районах Каракаса и штата Ла-Гуайра люди вместе со спасателями разбирают завалы вручную, поскольку тяжелой техники по-прежнему не хватает. По оценкам властей, под обломками могут оставаться сотни человек. Одним из наиболее разрушенных населенных пунктов стала Карабальеда. Очевидцы снимали, как из-под руин удавалось извлекать выживших. Однако рядом с местами поисков спасатели продолжают находить тела погибших. Прежде всего нам нужна помощь. Многие из нас остались без дома и без работы. Нам просто некуда идти. Самое главное для меня сейчас, чтобы из-под завалов достали моего сына, живым или в любом другом состоянии. Я все еще надеюсь, что он жив. Я прошу людей приехать сюда, помочь нам, привезти гуманитарную помощь. В этих зданиях до сих пор остаются живые люди, но у нас нет техники, чтобы их спасти. Мы ночуем прямо на улице, пытаемся найти еду. У нас больше нет дома. Наш штат полностью разрушен. Многие дети и взрослые до сих пор числятся пропавшими без вести. Мы просто пытаемся выжить. Мы просим международной и национальной помощи, потому что потребности здесь огромны. Международная помощь Венесуэле продолжает нарастать после разрушительных землетрясений. В пятницу к операции присоединились сразу несколько стран, направив в пострадавшие районы спасательные команды, кинологические расчеты и гуманитарные грузы. Турция отправила военно-транспортный самолет с поисково-спасательным отрядом, служебными собаками и необходимым оборудованием. Самолет вылетел из Стамбула в рамках международной гуманитарной миссии. Бразилия направила в Венесуэлу около 12 тонн гуманитарной помощи. На борту самолета 36 пожарных из нескольких штатов страны, 6 поисково-спасательных собак, специалисты гражданской обороны и связи. По словам командования, авиация позволяет максимально быстро доставить людей и оборудование в район бедствия. Свою помощь оказывает и Великобритания. Из авиабазы Брайс Нортон вылетел военный самолет с 68 сотрудниками Международной поисково-спасательной службы UKSAR и 6 специально обученными собаками. Спасатели отмечают, что именно кинологические расчеты позволяют быстрее всего обнаруживать людей, остающихся под завалами. В то же время гуманитарная операция после разрушительных двойных землетрясений в Венесуэле продлится месяцы, а не недели, заявила вице-президент и руководитель программ Международного комитета спасения Эленор Рейкс. Она предупредила, что разрушенная инфраструктура и уже перегруженные государственные службы значительно осложняют оказание помощи. Одна из главных проблем после землетрясения заключается в том, что разрушение инфраструктуры затрагивает не только население, но и серьезно осложняет доставку гуманитарной помощи. Например, поврежден аэропорт. И сейчас это является серьезным препятствием для поставок в необходимых объемах. У нас есть заранее размещенные запасы внутри страны, а также в соседней Колумбии. Однако для удовлетворения всех потребностей необходим полноценный доступ через аэропорт. Есть и проблемы со связью. Интернет работает с большими перебоями. Это типичная ситуация после сильных землетрясений. Разрушенная инфраструктура затрудняет доступ к людям, которые больше всего нуждаются в помощи. ООН также наращивает гуманитарную операцию в Венесуэле. Выделено $15 миллионов на экстренную помощь, а в пострадавшие районы направляются международные поисково-спасательные команды
медики и гуманитарные грузы. Организация координирует доставку продовольствия, воды, медикаментов и временного жилья, а также помогает властям оценивать ущерб и организовывать помощь пострадавшим. Управление ООН по координации гуманитарных вопросов оказывает поддержку координации работ на месте, способствует обмену информацией и взаимодействует с партнерами, чтобы обеспечить эффективное развертывание международных поисково-спасательных команд. В Венесуэлу направляются 30 таких команд, более 1600 специалистов и около 100 поисковых собак из самых разных стран. Также мобилизованы группы ООН по оценке последствий стихийных бедствий и координации, а также оперативная группа поддержки из 4 человек. Несколько сотрудников управления также направляются в Венесуэлу. Эстония представила новую линию обороны на границе с Россией. Она включает противотанковые рвы, бетонные заграждения, известные как «зубы дракона», бункеры и сеть окопов. Фортификационные сооружения строят вдоль приграничной территории. По замыслу военных, в случае возможного нападения, они должны затруднить продвижение бронетехники и выиграть время для развертывания сил обороны. Мы уже выполнили самую трудоемкую часть работы. Это противотанковые рвы. А позже вы увидите наши опорные пункты, где мы построили бункеры. Если вы не готовитесь к войне, вы не сможете сохранить мир. Сейчас один опорный пункт роты создан на северо-востоке страны. Еще один на юго-востоке. В первую очередь это нужно, чтобы показать людям, что именно мы делаем и почему. Но важно понимать, эти позиции появились не случайно. Они размещены здесь в соответствии с нашим планом. Новая линия укреплений проходит через лесные и сельскохозяйственные районы у российской границы. Накануне премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что ситуация с безопасностью на восточном фланге НАТО остается нестабильной и риски дальнейшей эскалации сохраняются. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью CBS News заявил, что пока Украина успешно сдерживает российскую агрессию, у Москвы нет сил для успешного нападения на страны НАТО. Вместе с тем, он не исключил, что Россия может организовать провокацию под чужим флагом на собственной территории, чтобы создать повод для атаки на одну из стран Альянса. Пока Украина успешно сопротивляется, у России нет сил, чтобы напасть на НАТО или успешно атаковать страны Альянса. Но Путин несколько дней назад заявил: Россия ответит, если сама подвергнется нападению со стороны других стран. Разумеется, у нас нет никаких подобных планов. Поэтому я не исключаю, что Россия может организовать какую-либо операцию под чужим флагом на собственной территории, чтобы получить предлог для удара по одной из стран. Мы должны дать Путину понять, что знаем, что он задумал, и что нас не удастся обмануть. Такое развитие событий было бы абсолютно неприемлемым, и мы будем защищать каждый дюйм территории НАТО. По данным Reuters, после украинских ударов по объектам в глубине российской территории, представители националистически настроенного лагеря в России призвали Владимира Путина отказаться от переговоров с США и усилить военную кампанию против Украины. Среди них министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он заявил, что не исключает, что встреча в Анкоридже была задумана, чтобы дать Украине время для перевооружения. В ответ госсекретарь США Марко Рубио подчеркнул, что на переговорах в Анкоридже никаких договоренностей с Владимиром Путиным достигнуто не было. По его словам, американская сторона лишь представила свои предложения. При этом часть сторонников жесткой линии в России предлагает объявить новую волну мобилизации, усилить удары по Украине, атаковать европейские предприятия, выпускающие беспилотники для Киева. А некоторые даже применить тактическое ядерное оружие. Несмотря на это, Кремль пока не поддерживает призывы отказаться от переговоров. По данным Reuters, близкие к Кремлю источники утверждают, что Москва по-прежнему хочет сохранить возможность для дипломатического урегулирования. В то же время российские высокопоставленные чиновники называют переговорный процесс неудачным и обвиняют США в нарушении договоренностей, которые, по их утверждению, были достигнуты Владимиром Путиным и Дональдом Трампом во время встречи на Аляске. Южная Корея начинает масштабную программу подготовки 500 тысяч военнослужащих для работы с беспилотниками. В Министерстве обороны заявили, что дроны должны стать таким же стандартным оружием солдата, как автомат, а не использоваться только специализированными подразделениями. К 2029 году армия планирует получить около 60 тысяч беспилотников, из которых 11 тысяч поступят на вооружение уже в следующем году. Одновременно Сеул намерен развивать системы борьбы с беспилотниками, чтобы противостоять угрозам со стороны Северной Кореи. Власти также подчеркнули, что новые дроны
будут производиться исключительно из комплектующих южнокорейского производства, без использования китайских деталей. По словам министра обороны, опыт войн в Украине и на Ближнем Востоке показал, что именно беспилотники кардинально меняют современное поле боя. В будущем беспилотники больше не должны быть специализированной техникой, которой пользуются лишь отдельные подразделения и специалисты. Они должны стать универсальным средством ведения боя, доступным каждому военнослужащему. Министерство обороны будет активно реализовывать программу подготовки 500 тысяч воинов-дронов, чтобы каждый военнослужащий овладел навыками использования беспилотников как своего второго личного оружия. Недавние войны в Украине и на Ближнем Востоке наглядно показали, что беспилотники стали фактором, кардинально меняющим ход боевых действий. Если раньше на поле боя доминировало небольшое количество дорогостоящих беспилотных систем, то сегодня массово применяются недорогие дроны, что фундаментально меняет характер современной войны. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын лично наблюдал за испытаниями новых образцов вооружения, которые прошли в годовщину начала Корейской войны. По данным государственных СМИ, военные протестировали модернизированную 240-миллиметровую реактивную систему залпового огня с увеличенной дальностью поражения до 90 километров, тактические баллистические ракеты и 155-миллиметровую самоходную гаубицу. В Пхеньяне заявили, что модернизированная реактивная система получила автономную систему высокоточного наведения. Ким Чен Ын подчеркнул, что страна продолжит развивать вооружение, уделяя особое внимание автоматизации, увеличению дальности и точности ударов. По его словам, новые системы предназначены для усиления обороны у южной границы. Фактически, вдоль рубежа с Южной Кореей. Бывший советник по национальной безопасности президента США Дональда Трампа Джон Болтон признал вину по делу о ненадлежащем обращении с секретными документами. Соответствующее заявление он сделал в федеральном суде в штате Мэриленд. По данным прокуратуры, Болтон незаконно хранил и передавал сведения, связанные с национальной обороной США. Следствие утверждает, что он передал двум людям более 1000 страниц своих рабочих записей, содержащих информацию о ежедневной деятельности на посту советника по национальной безопасности. При этом, как заявили прокуроры, для передачи данных использовались личная электронная почта и негосударственные приложения для обмена сообщениями. В рамках соглашения с обвинением Болтону грозит до 5 лет лишения свободы. Окончательное наказание определит суд. Кроме того, он согласился выплатить штраф в размере $2 250 000, пройти до 100 часов общественных работ и лишиться государственной пенсии. Вынесение приговора назначено на 28 октября. Напомним, дело связано с материалами, которые Болтон, по версии следствия, передал родственникам во время работы над своими мемуарами о службе в администрации Дональда Трампа. При этом прокуратура подчеркнула, что опубликованная книга не содержала секретной информации. Бывшая первая леди Южной Кореи Ким Гон Хи приговорена к 7 годам лишения свободы по делу о взяточничестве. Такое решение вынес суд Сеула. Супруга бывшего президента Юн Сок Йоля во время его пребывания у власти сопровождала главу государства на официальных мероприятиях и зарубежных визитах. Расследование в отношении Ким Гон Хи продолжалось несколько месяцев. Летом прошлого года она явилась на допрос к специальным прокурорам, принесла публичные извинения и заявила о готовности сотрудничать со следствием. В пятницу суд признал бывшую первую леди виновной и приговорил ее к 7 годам тюрьмы. Дело стало одним из самых резонансных коррупционных процессов в современной истории Южной Кореи. Дракой завершилось пленарное заседание парламента Грузии. Потасовка вспыхнула во время ежегодного отчета премьер-министра Ираклия Кабахидзе. В конфликт вступили депутаты правящей партии «Грузинская мечта» и оппозиционной партии «За Грузию». Словесная перепалка быстро переросла в рукоприкладство. К драке присоединились другие парламентарии, в том числе женщины-депутаты, а часть присутствующих пыталась разнять участников. Инцидент произошел во время сессии вопросов и ответов после выступления главы правительства. По сообщениям местных СМИ, противостояние продолжалось несколько минут. После вмешательства коллег порядок в зале заседаний был восстановлен, и парламент смог продолжить работу. Причиной конфликта стали острые разногласия между представителями власти и оппозиции, которые проявились в ходе обсуждения отчета правительства. Проливные дожди привели к резкому подъему уровня воды в реке Камо в японском Киото. Потоки вышли из берегов, затопив прилегающие улицы. Власти временно объявили предупреждение об угрозе наводнения и призвали жителей соблюдать осторожность. По данным японских синоптиков, сильные осадки вызваны сочетанием сезонного дождевого фронта и влажного воздуха, поступающего вместе с 2 приближающимися тропическими штормами Мекхала и Хигас. Ожидается, что уже в субботу один из штормов приблизится к западной и центральной части Японии, а второй — к восточному побережью страны. Метеорологи предупреждают, что их одновременное воздействие может усилить осадки на большей части территории страны. Из-за непогоды нарушена работа транспорта. В нескольких регионах объявлены предупреждения о высоком риске оползней и наводнений, а около 1 миллиона жителей
получили рекомендации эвакуироваться в безопасные районы. В иракской Кербеле десятки тысяч шиитских паломников отметили Ашуру, самый почитаемый день в шиитском исламе. Верующие прошли траурными процессиями к святыне имама Аббаса и совершили традиционные религиозные обряды в память об имаме Хусейне, погибшем в битве при Кербеле в 680 году. Накануне праздника участники готовили мечи и лезвия для проведения традиционного религиозного ритуала Тадбир, который, по словам паломников, передается из поколения в поколение. Ежегодно на Ашуру в Кербелу съезжаются миллионы шиитских мусульман со всего мира.